Дамы и господа, привет, сэр Холмс с вами. Продолжаю Morrowind Tamriel Rebuild. Нахожусь в деревушке в Холл, и моя задача сейчас, в ближайшее время, это расследовать делишки местной группировки Сивит Тонг. Мне дали наводку на конкретного члена этой группировки, и его-то я, пожалуй, буду разыскивать. Но, кстати, может быть, кто-то что-то про него скажет сначала. Какие-нибудь еще слухи, но нет. Темные эльфы, обманщики, лучше, наверное, такую реплику ей не высказывать, потому что она сама темный эльф может принять на свой счет. Ну или подожди. Я помню, я с этим Нордом поговорил, он мне тоже обновил журнал, так сказать. Ага, все-таки он выдал мне отдельный квест. Нет, наверное, надо... Да, вот он. Его обманули местные, он думает, что... Кто такие эти пронырливые? Проныра, во, хорошее, нашел слово, как это объяснять. Пронырливые темные эльфы. Ладно, давай попробуем. Путешественник Норд в гостинице. Если то, что он говорит, это правда, поговори с одним из торговцев из Сивит Тонг. Они единственные в Хуле, кто торгует с чужестранцами. Давай. Вот один из них я знаю, вот. Кстати, появились какие-то, может, новые реплики? Нет, только это. Не спрашивай меня, я даже не говорил с Нордом. Можно предложить ему 50 монет, но... Ладно, у меня 77, по-моему, тысяч монет, 50 уж не буду жадничать. Мне кажется, это сработает с ним. Нет, ты меня не можешь просто купить. Если ты хочешь дать кому-то подарок, ты должен его знать. Кувшин грифа после долгого дня — это то, что доставляет мне радость. Давай, без проблем. Тут вроде продавался гриф. Здравствуй, здравствуй, дорогой друг. Гриф у тебя есть? Нет грифа, ладно. Надо тогда найти таверну, я в ней еще не был. Там забегаловка, точнее, наверное. Там гриф наверняка найдется. Только это не так просто. Кстати, этот парень заговорит, может? Кто здесь? С ним что-то явно не так. Возможно, с ним еще какие-то дела связанные тут будут. Наверное, надо подняться наверх. Да. О, тут есть Силдстрайдер, я его даже не заметил. Спрятан так за деревом. Отлично, значит, отсюда можно пропутешествовать в Аймру и в Альмастир. Так, вот и пристанище Сивит Тонг. Вот, кстати, тот, кто мне нужен. Ну ладно, сейчас, пока я хочу только лишь... вижу, что ты испытываешь жажду. Пожалуйста, выпей с нами. Да, давай. Есть гриф? Есть. Ну, продать мне ей нечего взамен.
ягодки, разве что только, которые я забыл съесть прошлым днем. Так. Расскажи-ка ты мне тоже что-нибудь, раз уж я сюда пришел. Гриф, кстати, из чего? Из коммуники делают. Это мы все знаем. Это мы все знаем. Ну-ка, о себе расскажи. Ага. Я владелец этой закусочной. Ну, или это все-таки, наверное, правильнее называть таверна. Закусочной слишком тут неплохо все. Кто-то может сказать, что я из Тонг, но они далеки, не могут быть еще дальше от правды. Я заправляю этим местом, и им здесь приходится собираться. Они тут собираются, да, бывает. Единственная вещь, которую мы разделяем с Тонг, это мы обе стороны делают прибыль на гостях. Кстати, я не особо посмотрел ассортимент. Вот, кстати, черная роза, но нет, у нее нет восстановления маны. Ну, может быть, 4-м. Но это я не знаю. Проверять не хочу. Кстати, может, ты можешь помочь с пранком, розыгрышем, да? Отличная идея, но извини, я тебе помочь не могу. Возможно, тебе стоит поговорить Фаласом Атрилом или имени Валор. Если ты у нее хороший друг. Ну, это вряд ли, значит. Как владелец этого заведения, я слышала достаточно слухов о Севир Тонг. Но все они просто слухи. За все эти годы, что я работала здесь, не однажды я свидетельствовала более странные делишки. Ничего выходящего из рамок нормы, так сказать. Тут у нас еще кто-то есть. Что-то о драках на ножах, но, видимо, я это читал уже, изучал. То есть это вообще, конечно, книга навыков. Кальян. С ним можно варить что-то. Так, ладно, раз уж я к тебе тут пришел. Севир Тонг приветствует тебя, чужестранец. Если у тебя есть вопросы по поводу Тонг, или, возможно, ты ищешь какого-то конкретного, спрашивай меня. Тонг приносит мир торговцам в этой деревне и процветанию всем живущим здесь. Это таверна, место, где мы зависаем. Мы здесь обсуждаем наши планы и практики. Мы уважаем торговцев, мы предлагаем наши товары путешественникам, кто приходит и уходит в больших количествах каждый день. Но мы, похоже, проблема в глазах храма. Они думают, что мы оскорбляем богов. Но я не вижу ничего неправильного в том, чтобы получить парочку монет. Как много тем с ним. Велинир Дред. Раньше был охотником, но Севир Тонг видит во мне больше толку, как в скауте. Я все еще помогаю Долину с его обязанностями время от времени, но я могу приглядывать только за велками. Охота становится для меня слишком стрессовым делом. Я, кстати, вспоминал Дана Кафел на днях. Это развалины рядом с Акаморой, где живет куча нежити. Там, похоже, спрятаны великие сокровища. Я не помню, кстати, чтобы я нашел там великие сокровища, но я там
довольно наобум все делал. Там провалился, помню, куда-то. Там бегал от этой всей нежити, убегал. Многие путешественники туда ходят, но не возвращаются. Совет: не подходи близко к этому месту, если ценишь свою жизнь. Ладно. Давай, по стандарту слухи, советы, секреты, но тут ничего нового. Про Вхул, может, что скажешь? Вторая деревня на путь в Старый Бенгард. Из Старого Бенгарда в Альмастир. Первая — это Дандрил, да, знаю. У нас лучший пуновид. Местная гильдия. Это мы. Угу. Вот, но похоже, пора с ним уже заводить более щекотливые темы. Да, тут еще храм есть, что у нас. Слухи. Да, есть, конечно, слухи. Но правды ни в одном нет. Пораспрашивай, если хочешь, чужестранец. Но я уверен, что ты выяснишь то, что мы честны. Мы просто пытаемся наладить свои дела, да? Ну, с ним, кстати, я не вижу каких-то уникальных. Фраз по поводу... Там Абригаш, кстати, это кто у нас? Представление темных сил Мабригаш называют призрачной змеей. Она парализует и высасывает жизненные силы жертвы. Ладно. Я играл ее, да? Нет, не вижу никаких реплик. Или я не к тому пришел? Сирандред. Вот она. Ну, простите. Черт. Я агент CV Тонг, представляю интересы нашей гильдии и управляю необходимой бумажной работой. Это я уже слышал. Слухи о вас. Послушай, Холмс. Я вижу, что здесь происходит. Ильви решил, что ему нас хватило уже, и он послал какого-то чужестранца, на которого не будут никакие подозрения, чтобы вынюхать хоть какую-то малейшую причину, чтобы снизвергнуть нашу организацию. Знаешь что? Я вижу надпись на стене для Тонг. Это, видимо, какая-то крылатое выражение. Позволь мне предложить тебе сделку. Я предоставлю тебе информацию, которая поможет тебе не спровергнуть CV Тонг. Если ты предоставишь мне... Давай назовем это оплату услугой. Странно. То есть ты сама не прочь, чтобы вашу организацию прикрыли? Хорошо, чужестранец. Мне случилось накопать кое-какой грязи на Валина Валора. Индивидуал, личность, короче, у которой есть кое-какая власть внутри CV Тонг.
И нет. Здесь нет ничего по поводу делишек с домом Хлалу. По факту говоря, никто из нас с ними никаких дел не ведет. Если ты сам это еще не выяснил. С этого места... Действительно ли тебе это вообще важно? Я улажу это за 350 золотых. Договорились? Мне кажется, меня обманывают. Я подумаю. Мое предложение еще в силе. День 130, кстати, уже идет. 23 вечерней звезды. Компромиссная информация. Ну, типа в журнале описывается, что она испугалась, что мое расследование ничего хорошего не сделает для Севитонки. Предложила компромиссную информацию. Угу. Ладно, но я торопиться пока с этим не буду. Я тут еще... О, драгоценные камушки у тебя тут. Пожалуй, чужестранец. Присядь. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? А вот, кстати, с тобой, может быть, действительно получится заторговать. Ростовщик. Я помогаю моему мужу улаживать всякие штуки в варке, прежде чем у меня появилась идея войти в дело этого... Как гончарное дело, в общем, вот. Он глава... как это сказать? Пуновитоварни, не знаю, в Хула. Но ничего плохого в том, чтобы еще небольшой доход поиметь. Ну, с ней ничего вот такого интересного. Вот можно и продать поэму. Пьесу, точнее. Ну и, наверное, все. Ну-ка, да, стрелы. Не, стрелы не возьмет. На один Дрейк не удалось торговаться. Так, ладно. Я еще повынюхиваю, потом вернусь к вам. Может, я еще чего-нибудь более интересное узнаю, чем платить вам. Ну, то есть, видишь, она почувствовала, значит, угрозу, но еще и с меня хочет поиметь доход. Ишь какая. Должна была согласиться без этого всякого. А, вот, похоже, храм. Так, а что у нас тут сверху? А, это торговый дом. Так, ну ладно, я... Вообще хочу сначала гриф принести этому парню. The freshest ingredients in town. Не нужно мне твое золото, но от грифа я не откажусь. И, возможно, я думаю, что я понимаю, о чем ты. Хонс, говоришь? Да. Мы торговали с ним прошлым утром. Ну и... И что? И что, мне теперь тебя надо убить, чтобы квест выполнить, или что?
Или мне просто надо ему сказать, что я нашел одного из... What is this regarding, Argonian? What say you, Argonian? Что выяснил? Все невиновны. Делин Валор. Подожди. Подожди, я ничего не понимаю, что происходит вообще. What is this regarding? Ты Валор? Speak, traveler. Короче, как я должен был выяснить, What is this regarding? честная сделка у них была или нет, если никаких вообще подробностей об этом не говорится, но то, что он сначала отрицал, что он вообще с ним торговал, это подозрительно, поэтому я его сдам. Вот, он с тобой нечестную сделку провернул. Я знал это. Ты смог получить обратно то, что я продал? Не знаю, ну я рискну, отвечу да, вот. Не люблю, когда меня держат за дурака. У тебя нет моих вещей, мы оба это знаем. Так а что тебе надо-то? Что-то этот квест как-то странно себя ведет. Ну ладно. What is this? Speak, traveler. The freshest ingredients in town. Главное, с ним пропала эта фраза. Так, короче. Надо еще поразнюхивать по этому поводу. Так, а это что у нас, кстати? Это, наверное, храм, да? Вот это вот уже храм. Да, это храм. Let's do some business, shall we? Нравятся мои товары, мацеры? Стоят пара монет, а? Так, я на вас давин, я просто болтаю. Пусть мои товары говорят сами за себя. Понимаешь, о чем я? Так. Я даже не говорил с Нордом. Как насчет 50 монет? Принеси мне мац-то. Поговорим. Ну ты смотри. Окей, ладно. А может у тебя у самого мац продается? Нет, у него мац не продан. Хотя ему можно было колечко продать. Вообще пока это странный квест какой-то. То есть, как бы я выяснил, что вот охотник с ним торговал, но... Каких-то других реплик с охотником у меня не было. The freshest ingredients in town. Вообще, мне кажется, я Норда скорее пошлю, чем... Let's do some business, shall we? Так, Мацт. Я принес тебе Мацт. Как насчет Мацта? Обычно я не рассказываю никому о моих клиентах, но для тебя сделаю исключение. Да,
Он был здесь некоторое время назад. Еще что-нибудь? Ладно, мне, наверное, надо просто продолжать расспрашивать этих ребят. Может быть, что-то тут есть нордское, не знаю, у него. Я без понятия, как что там выкупить, если что-то, то это очень неочевидно, что надо выкупать. Призыв с кампа, нужно ли мне это? Нет, я не думаю. Вот, стрелы продам еще ему. О, хорошо. Так, давай еще пораспрашиваем. Может, этот очнулся, не? Нет. What is this regarding, Argonian? Так, вот ты из I could Свитонг, kill я that помню. Gwar. Those boots are ruined. Предпочту бутылочку Шейна вместо этого. Let's do some business, shall we? Those boots are ruined. Мне кажется, они таким образом из меня вытягивают деньги, типа Шейн наверняка у кого-то из них тоже продается. Да? С тобой нельзя поторговать? Ну, в принципе, Шейн я могу купить и... Не обязательно у их торговцев, так что... Тоже не знаю. Let's do some business, shall What is this regarding, Argonian? Бери свое золото и давай откроем эту бутылку Шейна. Да, я вспоминаю. Норд был здесь вчера, пытался обдурить меня на моей же собственной профессиональной деятельности. Не нужно говорить, что вещи для него пошли не очень хорошо. Ну, пока мои мысли такие, что надо просто найти остальных торговцев из Свитонг и со всеми поговорить про Норда. I could kill that Gwar. Those Ты, boots are помнится, ruined. тоже. О, она приняла 50 золотых. Да, мы договорились. Он приходил пару дней назад, спрашивал, просил смешную просто какую-то скидку большую. Я всего лишь преподала ему урок, ну, в торговле, не знаю. Ну, значит, похоже, все пока не в пользу Норда складывается. Those boots are ruined. Так, хорошо. Других торговцев я пока не встретил из их числа. Теперь, я думаю, What is this regarding, Argonian? пора заняться квестом с розыгрышем. Я Галин Валор, пекарь. Он, кстати, говорит, что у меня импортная мука из Хайрока и Сиродила. Это же говорили мне в старом Эбенгарде некоторые пекари. Свитонг. Ты не из них, понял. Скрибовый пирог. Я просто пытаюсь сейчас вспомнить подробности. То есть нам нужен невыпеченный пирог. Потом мы в этот невыпеченный пирог поместим яйца. Кто-то должен это тоже сделать. Ладно, давай.
И по поводу розыгрыша. И разрушить идеально сделанный скребовый пирог. Мои сделаны из сладкой какой-то части соленого риса. Желтков яиц квама и лучшего железка риба. С всего лишь щепоткой хакело и капелькой грифа для лучшей консистенции, видимо, или для крема скорее тут. И чудесный выбор ароматов, букет ароматов. Такой прекрасный рецепт, заархивированный годами, достигнутый годами тяжелого труда. Это то, что сделало наше заведение знаменитым. А теперь ты приходишь и просишь меня разрушить все это, да? И за что? За шутку, которая старше твоей матери? Да, тебе меня не одурачить. Я тоже слышал эти все слухи. Я знаю, что ты собрался сделать. Что еще я должен ждать от чужестранца? Ванис услышит от твоей плохо спланированной шутки. Ой. О, нет. Поранг испорчен. Ну да, мне надо было быть осторожней. Ну ладно. Что поделать теперь? Ну, зато теперь у меня есть скрибовый пирог невыпеченный. Где он, кстати? Он у меня забрал его, что ли? А, вон он валяется. Ладно. Окей. Что поделать? Так. Зато теперь можно избавиться от этой всей ерунды, которую я с собой таскал. Тебе интересен нектар велков? Или, возможно, создание пуновита? Я особо не надейся, мы не раскрываем секретов нашего производства. Угу. Тут ничего нового. Ладно, я тут главный велковар, не знаю, как это назвать. Брювер. Варильщик. Я отношусь к моему призванию со всей серьезностью. Но если ты спрашиваешь, я могу выделить время, чтобы ответить на твои вопросы. Моя жена — это ростовщик Сиви Тонг. Хотя мы живем так комфортней. Я жду не дождусь дней, когда она будет работать со мной. Ну, ты сам не Сиви Тонг, окей. Я обычнер при этом говорит. Слухи какие про них? Я не распространяю сплетни Холмса, особенно касательно Сиви Тонг. Да, скажем так, это не мои главные интересы. Это не в моих интересах. Вот, кстати, с ним можно, наверное, попытаться договориться. Да? Ну, лучше сначала, кстати. Рано я продал... жучиный муск. Они защищаются законами нашего лорда. Своими языками они пьют нектар из цветов. Потом его можно достать из их печеней. Так это печень, вот это вот велксек, да?
Нектар используется, чтобы варить пуновиц. Это ликер дома Индарил. Хочешь узнать больше? Боюсь, что тебе не повезло. Это секреты все. Это все секреты. Я ассистент главного варильщика. Моя работа. Так. Угу. Мне не приходится якшаться с этими. Стон, как говорит. Кстати, по-моему, пропущено слово. Like my Vevis. Он, наверное, может, хотел сказать, как сестра, или кем она там ему приходится. Почему он называет ее моей, ну, главу забегаловки, где все Виттонг собираются. Ладно, слухи есть какие? А, надо в храм сходить по поводу слухов еще. Так, ладно. Хорошо. Попробуем тогда поговорить вот с этим дядей еще. Так, у меня есть еще свитки. Видимость. Так, очарование от 0 до 48. Тишина. Кстати, не так уж много. Вот еще есть такой. Давай попробуем вот эту. Очаровать от 0 до 24. Как еще раз? А, вот еще есть. Дедала снэк. Всего на 3 поднялось. Не повезло со свитком, короче. Ну, если что, у меня еще есть вот такой амулет. Очаровать амулет. Ну, тоже не очень. Эффекты у него. Так, ладно. Тогда еще это. О. Так, нет, не то. Слухи. О! Что ж, честно говоря... Меня настораживает Юнаса Латил в последнее время. Она член семьи Тонг, которая частенько помогает мне в делах пуновитоварения. Говоря про нее, она делает хорошую работу, но я несколько раз ловил ее в складских помещениях наверху при странных обстоятельствах. У меня нет доказательств, но я подозреваю, что быстрый обыск в ее доме приведет к находке кувшина или 2 нашего напитка. Ради нее же я надеюсь, что мои подозрения ни на чем не основаны. Так, Инаса. Возможно, это торговка, которая там в предместьях находится. Так, ладно. Что у нас тут? А, здесь у нас... Забавно. Вот эти люки ведут в чьи-то дома. Вообще симпатичное очень поселение этот в холл. Я считаю. Так. Что еще можно поделать? Сходить в храм, обыскать дом этой женщины.
Поискать других торговцев. Я, наверное, сходил бы все-таки в дом, ворвался к ней. Подожди. Он свою жену, что ли, сдал? Латин. Латил. What is this regarding? Ну, у них только последняя буква в фамилиях отличается. Ну, подождите, мне интересно. Haven't I? Как зовут его жену? Я помню, что она вот. So rude. What is this regarding Argonian? Латин. А, ее зовут Дратас. Ладно. Значит, он свою жену не сдавал. Так, а может с ней можно вот это вот? Не, нового не появляется. Ладно. Где она живет? Да блин. Давайте по порядку. Латил. Ее дома здесь нет. Ну, или я его еще не открыл. Может быть, он где-то там. Торговый дом. Да. Конечно же, это самый крайний дом на самом краю, который просто еще не попадался в мое поле зрения. Ну и бардак тут, смотри. Она, наверное, прям злоупотребляет этим пуновитом. Только не говорите, что мне придется это таскать с собой. Ну, видимо, придется. Кстати, скрибовые пироги. Тут просто золото. Окей. Окей, будем держать это в уме. Ну, это похоже, что касается преступлений конкретных членов семьи Тонг. Мне надо будет еще поговорить с храмом. Да, может, они чего скажут еще интересного по этому поводу. Freshest ingredients in town. Может быть, кстати, тут еще что-то интересное найдется. Вот, скорее, просто пост наблюдательный. Ува, Дратил, привет. Speak, traveler. Больше, чем парочка слухов про этих Сювит Тонг. Они прошли через этот храм. Они ранжируются от тех, что ты ожидаешь услышать, про тех, кто на их позиции, но другие
довольно необычные, видимо, чужестранные. Почему? Недавно прошел слух, что агент Хлаалу якшался смотрительницей закусочной, да? Заведение, которое часто посещается Сювит Тонг. Хотя мне не нравится Сювит Тонг. Я не придаю большого значения этим слухам. Ладно. На том спасибо. Пилигрим и адепт храма. Давай. Благословление всем мне. Что-то из этого мне наверняка поможет. Выносливость повышает. Не очень. Не очень полезно. Speak, traveler. Я надеялся на это. Так. Хотя милость святого Сирина распространяется даже на твой род, чужестранец. Нашему храму мало есть что тебе предложить. Нам хватает того, что мы пытаемся очистить земли храма. Что произошло? Ты его видел, чужестранец, нет? Это торговец из Сювит Тонг, Анвоз Давин. Он продает свои амулеты на территории храма уже в течение нескольких дней. Не мог бы ты заставить его уйти? Все чужестранцы, которых привлекает это его дело, отвлекают священников и почитателей. Ну, посмотрим, что я могу сделать. Спасибо, Холмс. Тебе нужна помощь. Можешь искать ее в мудрости храма. Гетман тоже может дать совет. С Гетманом поговорить, ладно. Так, только для членов организации. Служу как священник в Хула. Министерство правды, бла-бла-бла, лор Моровинда, ординаторы, другие культы, ну не знаю. Сювит Тонг. Они представляют плохой пример для всех в нашей деревне. Но слухи про Сювит Тонг у нее нельзя спросить. Ладно, раз уж я здесь, я еще спрягаю сюда. Что у нас тут? Наверное, опять же, захоронения какие-то. Нет, это просто их жилые помещения. У них даже нельзя поспрашивать слухи. Про Сювит Тонг почему-то. Окей, ладно. Угу. Ну, теперь имеет смысл поговорить с владелицей таверны, где они собираются. Ну. С тобой еще, да? Ты не можешь заставить меня уйти, сэр. Я ничего плохого не сделал. Что-то я тоже не убежден. Можно сказать, уходи и останешься цел.
вообще вы мне, ребята, пока не нравитесь. Успокойся, сэр, а я уйду. В каком ужасном мире мы живем. Let's do some business, shall we? Пока что меня эти все ребята напрягают, действительно. Так что... решил я таким путем поступить. Да, я его заставил уйти. Чё там, святые будут недовольны твоим поступком, Холмс? Ну, как бы то ни было, вот небольшая плата за то, что ты позаботился. Еще и недовольны. Не знаю, наверное, не надо было на поводу у храма идти, черт с ними. Так, сколько у нас? 3 часа дня. Довольно долго я тут уже тусуюсь. Туда-сюда, туда-сюда. I could kill that one. Those boots are ruined. Our doors are always open. Агент Хлаала. Агент Хлаала? Не могу сказать, что я видала, чтобы кто-то из них посещал наш клуб. Точно? Послушай, чужестранец. Я действительно не видела никаких агентов Хлаала. Не верь каждому слуху, который ты слышишь. А если... А если так? Не. Ладно. Пока что я не вижу других вариантов, кроме как интересный щит. Там реальные кости. Ха. Кроме как подкупить, действительно не вижу других вариантов. Так. Так, что я вообще тут ищу? Какую реплику? Про агента Хлаала? Нет? Нет. Так, ладно, значит, остается у нас продолжение поиска торговцев. Вот этих вот, чтобы с Нордом там ладить делишки. И еще я не был... Где? Вот там. Вот там. Может, там что еще узнаю. Что это у нас? А, торговый дом, да. Там, может быть, что-то нам расскажут. Вот, и вроде бы все. Ну и с пранком, конечно, у меня досадно все получилось. Вот, ну ладно, на сегодня хватит, друзья. Давайте лайки, подписки. Вот, продолжу это все в следующем эпизоде. Вот. Да, вроде бы все. Пока что все. Да, с вами был сэр Холмс, Тамриэль Ребилд, Моровинд. И до встречи. Спасибо за внимание.